От чего зависит хорошая работа пищеварения? Как легко сбросить вес, ничего не меняя в своем питании? Что влияет на здоровье твоих зубов и другие секреты, которые ты узнаешь, посмотрев это видео до конца? Привет, меня зовут Владимир Горохов, и я продолжаю разбирать основные ошибки, которые влияют на твое физическое и психическое здоровье. В предыдущих частях мы подробно поговорили о воде, о свежей пище, о жирах, о сахаре, о фруктах, а сегодня мы поговорим, пожалуй, об ошибке, которую ты уже слышал не раз, но все равно ее не исправляешь, потому что просто нет понимания, какое влияние это оказывает на твое здоровье и самочувствие. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Поставь палец вверх, и если будут какие-то вопросы, пиши их в комментариях. Сегодня речь пойдет о первом и самом важном этапе твоей пищеварительной системы, который начинается уже у тебя во рту. Этот этап называется пережевывание пищи. Сейчас я поделюсь с тобой одной мыслью, которую необходимо усвоить и осознать. Важно не сколько и какую пищу ты ешь, а важно, сколько твой организм сможет усвоить из нее питательных веществ. Ты можешь покупать суперполезную еду, различные витамины, БАДы, добавки, правильно питаться, но если твоя пищеварительная система ничего не может из этого усвоить, то это просто выброшенные деньги и время на ветер. Речь идет о тщательном пережевывании пищи. Это настолько простой совет, который может применить каждый. И поэтому он опять проходит под радаром восприятия нашего мозга и отсеивается как что-то неважное. Не может же быть все так просто. Может. И именно все так просто. Главное понимать, как это работает. Твоя пищеварительная система работает по типу конвейера на заводе. Возьмем, к примеру, хлебобулочный завод. В первом цехе перетирают зерно в муку, во втором цехе замешивают тесто, в третьем цехе выпекают, в четвертом происходит упаковка хлеба. Все этапы идут последовательно. И нельзя, например, пропустить этап превращения зерна в муку или замешивания теста и перейти сразу к выпечке. То же самое и в твоем организме. Есть важные этапы, которые идут последовательно. И каждый из этих этапов очень важен. И нельзя какой-то из этапов пропустить. И как раз-таки пережевывание пищи – это первый и самый важный этап. Он самый важный, потому что остальными этапами ты не управляешь. Переваривание, выделение ферментов, усвоение – это все проходит без твоего ведома на автомате. А жеванием ты как раз-таки управляешь. И от того, как тщательно ты пережуешь пищу, будет зависеть дальнейшая эффективность всех последующих этапов работы твоей пищеварительной системы. Как корабль запустишь, так он и поплывет. В оригинале, конечно, там немножко по-другому, но нам это не особо важно. Нам важно другое. Пережевывание пищи – это то, с чего начинается твое пищеварение. И его нельзя пропускать. Но большинство людей так и делают. И скорее всего ты тоже. Ешь очень быстро, в торопях, перехватываешь постоянно что-то на бегу. Ешь под телевизор, телефон, YouTube. Кушаешь и при этом еще чатишься в мессенджерах со своими друзьями или коллегами по работе. Кстати, если ты сейчас смотришь это видео и ешь одновременно, то обязательно поставь плюсик в комментариях. Будет интересно посмотреть, сколько таких людей. В итоге ты не ешь, а просто закидываешь в себя еду на автомате, как робот. Твое внимание не находится здесь, оно все время находится где-то в другом месте. И мало того, что ты не получаешь удовольствия от той пищи, которую кушаешь, так еще и твой организм мало чего может из нее усвоить. Ты делаешь 2-3 жевательных движения и заглатываешь большие комки пищи. Но этого ведь явно недостаточно для хорошей работы твоего пищеварения. Любая пища, которая попадает в твой желудок, должна быть пережевана, перетерта до микрочастиц, до состояния кашицы. Только такую пищу может хорошо усвоить твой организм. Взгляни на свой язык в зеркале. Посмотри, ты увидишь там такие маленькие сосочки. И вся твоя пищеварительная система, она на самом деле выстилана этими сосочками. И они не могут усвоить крупные куски пищи. Даже больше 2-3 миллиметров. Именно поэтому у тебя есть задние ряды зубов с плоской поверхностью, которые позволяют перетирать и перемалывать пищу до состояния кашицы. Плохое пережевывание пищи приводит к плохой работе пищеварения и, как следствие, к плохому усвоению питательных веществ, витаминов, минералов, макро-микроэлементов, что сказывается на здоровье твоего организма, на уровне энергии, на самочувствии, на внешнем виде и на эмоциональном состоянии в течение дня. Был случай с одной из моих учениц. Семья, дом, работа, в общем, все как обычно. Получила повышение, взвалила на себя дел столько, что просто перестала все успевать делать. В итоге завтрака у нее нет, она его на бегу где-то перехватывает. В обеде она сидит там в своих графиках, таблицах в айпаде, тоже не успевает нормально поесть. Ужин, там семья, дети, в общем, тоже что-то нормально не может покушать, пожевать.
В итоге ее употребление пищи превратилось в соревнование. Вот это быстрее, выше, сильнее. Кто первый съест, тот молодец. Она начала просто есть всякие батончики сладкие из-за того, что ей не хватало энергии. Ну, пища-то не усваивается нормально. Ну и стала набирать вес, стала портиться здоровье, стала болеть. Хотя раньше на том же самом питании у нее было все нормально и не было никаких проблем. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, что конкретно она там ела и делала, хотя это имеет большое значение, но нам здесь важен другой факт. Когда она после нашей с ней работы перестала участвовать в бегах, осознала некоторые важные моменты и стала осознанно подходить к употреблению еды, то есть спокойный, размеренный завтрак, на обед убирала все телефоны, там, выключала телевизор, не отвлекалась, просто, садилась и ела. Получала удовольствие от еды, наслаждалась в моменте. И вдруг произошло чудо. Она вдруг перестала налегать на сладкое, и ее лишний вес начал уходить. Хотя это, конечно, не чудо, просто делай правильные вещи, и все у тебя будет хорошо. Она просто перестала закидывать в себя еду как робот, начала нормально жевать и убрала все гаджеты во время еды. И таких случаев на самом деле у меня очень много. Вот есть еще один пример, когда девушка просто ввела тщательное жевание пищи и сбросила 17 килограмм за 2 месяца. Вы вообще представляете, как это работает? На самом деле, когда ты тщательно жуешь, ты не только подготавливаешь пищу к усвоению. Важный момент заключается в том, что ты обрабатываешь пищу своей слюной. В твоей слюне содержится фермент амилаза, который подготавливает углеводы к усвоению. А ты уже знаешь из предыдущих частей, насколько важно употреблять свежие овощи и фрукты. И именно поэтому в твоей слюне содержится фермент, который подготавливает к усвоению углеводную пищу, не белки, не жиры, а именно углеводную пищу, в которой содержатся макро-микроэлементы, самые необходимые элементы, нужные нашему организму каждый день. То есть организм старается не терять ни секунды и как можно лучше усвоить питательные компоненты из этой еды. Поэтому и подготовка начинается уже во рту. А еще в твоей слюне содержится фермент лизоцим, который убивает бактерии, вирусы, грибки и микроорганизмы. То есть тщательно пережевывая пищу, ты обеззараживаешь ее. То есть по факту это твой блокпост, погранконтроль, который позволяет защищать твой организм. То есть это первый этап работы твоей иммунной системы, чтобы в тебя не попадало ничего лишнее. И вот, пожалуй, самое интересное, о чем ты можешь вообще не подозревать, так это то, что жевание критически влияет на здоровье твоих зубов. Да-да, когда ты жуешь, ты осуществляешь массаж десен. И питательные вещества вместе с кровью подходят к твоим деснам и к твоим зубам. И чем тщательнее ты жуешь, чем дольше ты жуешь, тем больше питательных веществ попадает к твоим деснам и к твоим зубам. А от здоровья десен зависит здоровье твоих зубов. И ведь согласись, что все так просто. Просто начни жевать. Если тебе интересно узнать больше о том, как оптимизировать работу своего организма для улучшения своего физического и психического здоровья, то я очень рекомендую свою закрытую группу. Там я собрал опыт, накопленный более чем за 10 лет. Теперь давай подведем итог этого видео. Когда ты садишься кушать, убери телефон, выключи телевизор, убери все остальные гаджеты, то, что тебе мешает и отвлекает. Сосредоточь внимание на еде. И сосредоточь свое внимание на том, насколько тщательно ты жуешь и пережевываешь пищу. Но важный момент. Увеличивай количество жевательных движений постепенно. Потому что твои жевательные мышцы челюсти могут быть не готовы. Если ты начнешь очень много сразу жевать, то они просто перегрузятся, и дальше ты закинешь это дело. Это то же самое, как прийти в тренажерный зал и сразу 100 килограмм поднимать. Никто же так не делает. То же самое и здесь. Мышцы нужно постепенно подготовить. А так как они до этого практически не работали в своей жизни, то надо начинать очень и очень плавно. Например, для начала просто начни жевать в 2 раза дольше от того, что ты делаешь сейчас. И это уже даст очень серьезные изменения. Главное, следи за ощущениями и за работой своего организма, как он откликается на эти изменения. В следующий раз мы подробно с тобой поговорим о кофе. О да, это моя любимая тема. Ты узнаешь о том, как этот напиток влияет на твое физическое и психическое здоровье.
Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Поставь палец вверх и пиши свои вопросы в комментариях, если они есть. Если ты хочешь сказать спасибо за данное видео, то самая лучшая и бесплатная поддержка, которую ты можешь сделать, это отправить видео своим друзьям, близким и тем людям, кому это может быть полезно. Также я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там я каждый день делюсь какими-то лайфхаками и советами по теме питания и здоровья. Ссылку ты можешь найти тоже в описании к данному видео. С вами был Владимир Горохов. До следующих видео. И помните, вы можете достичь всего, чего вы захотите, если вы готовы для этого немножко потрудиться. Позаботьтесь о себе. Пока-пока.